Всем привет! Сегодня пятница, время без 15:06, а я уже собранная, и знаете для чего? Не знаете, правильно, я еду в Гонконг. Такое внезапное путешествие мы спланировали буквально позавчера, и сегодня вот мы уже едем. Не знаю, что мы будем делать в Гонконге, но я обязательно все покажу. Ни разу не был везде. Все свои. Сколько мы? 你好，西屋。请给我他的。Так, ну что, мы доехали, Саймон, Ануш. Мы все вместе идем дружно на станцию метро, которая буквально за 14 минут донесет нас до Гонконга. Не знаю, правда, как мы будем пересекать за эти 14 минут границу, но как-нибудь. Вот. А еще мы на центре Футьена с невероятно огромными небоскребами. Вот. В общем, верится с трудом, но это обычный зал ожидания поездов. И это все массажные кресла. Вот. А там вообще стоят Yamaha массажные кресла, то есть дорого. И вот их столько тут таких. Стоит, кстати, всего 8 юаней 15 минут. Как бы. Дешево. Мы сели на метро, значит, в туннельчик. И знаете, куда приедем через 15 минут? Через 14. До Гонконга. Как бы, оп, 15 минут, и ты выехал из страны на метро. А вы так можете. Сегодня первый день зимы, а в Гонконге уже все украшено елками, гирляндами. В общем, с Новым годом! А первый день зимы мы встречаем, в футболках практически, в шортах. Практически. В общем, мы уже сразу немножко потерялись по приезду и всяким метро, поэтому мы купили себе карты Octopus, по которым ездят все и везде в Гонконге. На них работает весь общественный транспорт, и если вы когда-нибудь приедете в Гонконг на пару дней, ее стоит взять, потому что наличка могут не принимать наличку, а карты в юанях не работают, так что никаких алипеев. Количество двухэтажных автобусов в Гонконге, которое осталось после Англии здесь, это очень впечатляет. А еще сколько тут машин на бензине? Ready for the night in. She's heading for the light, but she sees the vision going. То есть мы живем в Шэньчжэне, где практически нет таких в нашем районе высоких зданий, а здесь прям ощущается эта китайская инфраструктура очень сильно сразу бросается в глаза, потому что дома, между которыми просто не видно просвета. Просвета нет, и это Китай. Если что, это троллейбус Panasonic, как из Гарри Поттера, этот узкий мега-автобус. Вот что-то на вайбе на таком. Забавно то, что каждый седьмой житель
житель Гонконга долларовый миллионер, и квартира тут стоит от 100 миллионов долларов. От 100? От миллиона долларов в среднем. Вот. И мы просто с 700 гонконгских долларов приехали посмотреть. А еще мы не знаем, когда нам выходить на Виктория Пик. Тут куча китайцев. Они шумят ужасно. Вот. Ну, как бы, ребят, я чувствую себя дорого, потому что мы находимся во втором по дороговизне городе в мире, как бы не пальцем деланные. Ваше ощущение, вы уже долларовый миллионер? Да. Семен? Да? Борода. Просто мы испортили статистику Гонконга по долларовым миллионерам. Got ready for the night in. She's heading for the light. She sees the vision going. Coming line after line. Мандарины! See how she looks. Просто так! Мандарины! See how she dances and she sips the Казалось, мы едем наверх мыса Виктория прямо на этом двухэтажном автобусе. Огромный плюс в том, что это относительно дешево, но огромный минус в том, что мы едем по серпантину, и этот бедный автобус шатает ужасно. Еще хочется также безумно отметить на то, насколько реально дорогой Гонконг. Вот просто одна поездка на автобусе стоит, получается, 12 гонконгских долларов, а гонконгский доллар это где-то 12 рублей. Плюс комиссии, конвертация. Один проезд на метро мы проехали, одну станцию, у нас это заняло тоже больше 10 гонконгских долларов. И, то есть, фактически, мы еще взяли просто Octopus карту, которой можно здесь платить, и по ней, по сути, дешевле получается. То есть, как жители Гонконга. Если без нее, то это вообще ужас. Какая красота. На самом деле, невероятно красивый вид на моря, на горы. Это вау. Вот. Еще хочется отметить то, что архитектура местная, вот огромные высоченные свечки, которые непонятно как стоят и держатся, находятся прямо на склонах гор. И то есть такое чувство, что ветер подует, и они упадут, потому что они очень тонкие, они очень узкие и маленькие, они просто реально высоченные. И вот то, как они устроены на этом серпантине, это выглядит великолепно. She sips the Coca-Cola. She can't tell the difference. She can't tell the difference. А еще мы только что, когда ехали на автобусе, заметили, что, оказывается, в Гонконге левостороннее движение, как и в Англии. Наверное, это потому, что Гонконг долгое время был. Как и в 64 странах. Как и в 64 странах здесь левостороннее движение. И такая красота! Это невероятно. Просто там открывается вид на море. И это удивительно. Всем кей-поперам привет. Тут коллаба в маке с Нью-Джинсом. Вообще, Нью-Джинс, ты это видела? Это... Вот это Семен не сфокусировалась. Пусть фокусируется. Это того стоит. Сейчас. Деньга не круглой формы. Вау. 2 доллара. 2 доллара. И? И давай, хвастайся. Прозрачная купюра. Это шок. Это просто шок. Я официально заявляю, что это Мак с одним из самых красивых видов просто. Еще у нас у всех разные коллабы с New Jeans, Big Mac, Double Cheeseburger. И реально, такой вид в Маке — это вау. Нас безумно поражает то, что в Гонконге очень много европейцев. Потому что в самом Шэньчжэне увидеть белого человека — это все равно, что увидеть обезьяну посреди Москвы. Хотя это, наверное, возможно. Ну, в общем, мы для них как обезьянки, а тут реально много иностранцев. И еще невероятный факт того, что
почти каждый человек в Гонконге говорит на английском, причем на хорошем английском. В то время как в Шэньчжэне, в котором мы живем, просто ни один китаец не говорит на английском, даже молодые, они просто не понимают нас. Столица монополии. Я покупаю, знаете что? Вот этот дом. Вот этот большой. А вот и сам Гонконг, дорогие друзья. Сейчас эта группа веселых акробатов поедет на трамвайчике с горы. И ради этого трамвайчика мы и забирались на гору на самом деле, но кого волнует? Мы только что с трамвайчика. Что могу сказать? Это необычайное ощущение, потому что мы ехали под углом 30 градусов. Когда он начал выравниваться уже, ощущение того, что мы на ровной поверхности, его просто не было, потому что как будто бы, когда мы вот долгое время ехали под большим углом, как будто бы так и надо. То есть центр тяжести сбился сильно и закладывает ушки. Кошмар. Вот, но очень красиво. Всем советую, если будете в Гонконге, прям вот на эти трамвайчики. 62 гонконгских доллара. Алло, мам, я в Гонконге, могу говорить. Стоял, рыбу ловил. Одна рыбка осталась тут. Какой кошмар. Вот в такие моменты чувствуется разница Гонконга, бедного и богатого, потому что тут мужик явно ловит себе рыбу для того, чтобы поесть, а буквально за ним находится все вот это. И как-то очень диссонансно получается. Shouldn't have been a messin', and now someone else is
getting all your best. Мы едем на другой остров. Вот. Сейчас на метро проедем опять под водой и окажемся уже в другой части города. Вот метро. Почувствуйте дороговизну этого места. You keep lying Просто. when you ought to be truthing. Это даже не официально. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying 1 декабря, а when you все ought уже to be готовятся к Новому году. chasing. Ваши emotions, Now what's right is right, but you ain't been как right будто бы yet. лето. Ну, как будто бы Новым годом и не пахнет. Вода. У нас елка от Dior, а у вас? Вот там плавает пиратский корабль с парусами Луи Виттон. А оказалось, что вчера вот на этом самом месте был показ Луи Виттон, и там плавали эти корабли. Покажи. Вот, этот корабль. Этот корабль. Мы почти на показе Луи Виттон. А вот и остатки показа Луи Виттон. Вот они. Еще не успели разобрать. Мы пришли на аллею славы, и тут знаменитости местные вот такие вот ручки оставляют. Вот, это актер мистер Цотат Бах. Вот, и таких тут ручек просто куча. Мы нашли Джеки Чана, его руки, роспись. Сейчас. К слову, тут навесы стоят из бамбука, а бамбук держится просто на хомутах. И тут вот такая вот конструкция. 所以你请慢跟，很慢的跟，请担心遇到人，是不是应该换一种节奏了？不要再问谁是对的，谁是错的，谁是谁。 Чтобы испортить этот невероятный вайб, стоит отметить, что воняет на этих улицах просто невероятно. Вот просто всеми морепродуктами, ужасной китайской стритфудовой едой и всем, чем только можно. И это все просто запах Китая. Как мило.
Кстати, вот буквально только что мы заметили еще одно огромное отличие Гонконга от всего остального Китая. Это то, что здесь нету байков. То есть за целый день пешей прогулки мы не встретили ни одного байка, в то время как в Шэньчжэне, в том же самом, буквально и каждые 2 минуты тебе пиликают и просят отойти с дороги. Также здесь практически нет велосипедов, но отсутствие байков по сравнению с остальным Китаем — это просто что-то поразительное. Да? Это круто, когда тебя не сбивают. Они согласны. Мы идем... Знаете, куда мы идем? Мы идем на вокзал, чтобы уехать обратно в свой Китай. Потому что Гонконг, кто не знал, это все-таки не Китай. И нам нужно будет по приезду обратно отмечаться в полиции, потому что здесь нам всего дали разрешение на 14 дней. Ну что ж, мы, значит, сели в наше комфортабельное метро сиденье. И буквально через 15 минут будем снова в Китае, в Шэньчжэне. Спасибо за то, что посмотрели, поставили такую штуку. Всем пока. Ребята, передаем привет. Пока.